Приветствую. У меня недавно появилась мысль, а почему бы мне не сделать рубрику, где я показываю, наверное, самые такие лучшие, интересные игры моих учеников, таких вот оладушка-ботов, маленьких оладушков. Ну, не знаю. Где игры, когда я играл с ними в рейтинге, соответственно, да, как подсказывал, и где был какой-то лютый трэш. Ну и посмотрим первую из игр. Начинаем. Land Nomad. И мой ученик, здесь он красный игрок за грузин. Его никнейм здесь Agenation. Рейтинг 929, невысокий. Играем против персов. Соответственно, мысля была какая? Мысля была улетела. Соответственно, грузины. Почему грузины? Потому что есть мулкарт. Видите, да, что тут ребята не самые там четкие, понимают, как Land Nomad играть, бегают друг за другом крестьяне. На самом деле рейтинг не совсем такой уж и низкий, да? Но давайте посмотрим. Игрок, да, ну, как бы рейтинг действительно не самый высокий, я этого, честно, не знал. Окей, это считается на Номаде не очень хорошей ратушей. Мы здесь пытаемся выбрать, куда поставить нашу ратушу. Ну, я, соответственно, подсказываю, говорю, что, ну, давай ищем минимум лес, плюс, возможно, еще какой-то ресурс, объединяем крестьян из треугольника примерно. Долго действительно ставим ратушу, но. Давайте промотаем. Здесь еще домик идет от перса. Перс сильная экономическая цивилизация. И смотрите, когда он видит по радиусу, там на Номаде обычно есть радиус в 10 тайлах, клеточках от ратуши, естественно, он знает, где мы и воруют наших овечек. И идет ставить ратушу, и намного быстрее ее поставить, плюс ратуша перса работает быстрее. Так, ну, у нас план капкан. Почему грузины? Потому что на старте нет скаута, да, и хочется нам иметь скаута. Обычно это гуны, но гуны это слишком убого, поэтому, ну, не, гуны нет. С лошадкой их нет. Но зато у нас есть маленький мулкарт. Медленный скаут, но который будет полезен дальше в плане того, что мы можем его использовать, ну, как знание. Соответственно, да, здесь будут, соответственно, ошибки. Потому что вот этот домик, он уже, я считаю, неправильный, и он потом сыграет свою роль, потому что действительно блокируется проход рано. Если бы здесь был кабан, да, вот эти домики, пришлось бы обходить вот так, вот так. Я рекомендую так слишком рано не делать, сначала домики делать все-таки дальше. Давайте посмотрим на развитие тут перса. 9 секунд айдлов, тут небольшой айдл. Ну, вообще рейтинг 900, это такой рейтинг, ну, наверное, нубский, но там игроки обычно играют медленно. Но довольно опытные игроки. То есть им, наверное, тяжело играть в нескольких местах, но в одном месте они понимают. Ну и они понимают как бы контр-юниты в целом обычно, да. Понятно, что 45 цифр, можно и обкекаться. Ну и здесь, соответственно, перс хочет все видеть, он знает, где мы. А мы что знаем? Честно говоря, не помню. Вот этот дом мы засекли. Делается лунчик. Ну, в принципе, стандартное развитие. Контент пойдет немножко дальше. Сделал лесопилку, в принципе, на Land Nomad после постановки ратуши у вас остается 200 леса, и, в принципе, жить можно и на не очень хорошей ратуши, можно сказать. Хватит вам на лесопилку, просто придется лишнее здание делать. Нам здесь лесопилка пока не нужна. Да, мулкар двигается, но подгонять оленя он не может. Так, ну начинается первая драка, мы просто выходим на мельницу, а здесь нас встречают персики. Приходится удалять мельницу. Так, что с моим голосом? Он резко сел. Прекрасно. Так, мы решаем тут не драться. Да, хотя можно было это начать делать, но конкретно мой игрок не слишком быстрый. Я говорю, да ладно, бог с ним. Пошли на мулкар там добывать. По-моему, такая прошла информация. Да, пошли на другое место. Здесь есть олени другие еще. В принципе, можно сделать мельницу одну, хотя на самом деле, да, можно и не делать мельницу, а именно в мулкарт сбрасывать. Ну, по-моему, я сказал, что типа здесь мулкарт, а здесь мельница, что-то такое типа. Окей, развитие идет дальше, мы отстаем на где-то 2-3 креста от перса из-за поздней ратуши, да и вообще по айдлам у нас примерно одинаково, нормальный. Здесь очень много разведки приходится персу делать непосредственно крестьянами. Ну а мы подозреваем, что человек где-то находится сверху и очень близко, соответственно, надо быть начеку, наготове. Оп! Мулкарт, 300 хп. Да, и ставится еще один мулкарт. В принципе, нормально. Нам главное халявной еды набраться. Здесь крестьяне что-то побежали, убежали. Интересно, мулкарт двигается с такой же скоростью, как и крестьяне вашей цивилизации. Если вы качаете тачку, либо вторую тачку, он, соответственно, тоже ускоряется. Перс наглеет сильно. И здесь
Да, мне пришла мысль, то есть мы увидели, кстати, мы не увидели вот это, но я понял, что перс может использовать бонус, то, что у него в 2 раза больше хп, здоровья на ратуше и затцрашить. Я говорю, так, нас могут затцрашить. Насколько я помню, мой ученик сам сообразил, где и как делать домики, кстати. Недавно меня на русовке репорт затцрашил вообще неплохо. Ну, надо ставить домики на границе ратуши, а на холме ставить все равно нельзя. Очень агрессивно здесь пытается какую-то форвард-позицию создать перс и даже делает барак. Ну, мы поставили домики, хотя здесь можно еще, в принципе, ратушу поставить, но мы вроде как что-то видим, но не особо. На самом деле, хорошее противоядие от ТЦ-раша — это еще просто крестьянами не давать ставить ратушу. Просто непосредственно крестьянами ставить, но это надо видеть немножко заранее. Но нет, перс переходит в феодальную эпоху довольно рано, но у него 3 минуты айдла, это прям много, поэтому мы не сильно, ну, мы не отстаем по крестьянам. По добытым ресурсам все-таки отстаем. Так, фулкарт немножко забыть. Ну, у нас план капкан, наверное, это выйти в замковую эпоху. Я считаю, что у нас тут достаточно ресурсов, чтобы это сделать. Не обязательный дом, но пусть будет, он, по крайней мере, что-то увидит. Да, мы видим барак, и, в принципе, надо играть от обороны, дожить до замковой эпохи. Золото есть, но нужен камень. А вот и камень уже собирается. Очень заранее мы нажимаем феодал на 21 крестьяне. И будем посмотреть. Леса много, еды, может быть, и хватит, а золота нету. Золото можно здесь собирать, хотя здесь мулкарта нету, да. Забытый мулкарт, честно говоря. Пару ферм, я говорю, можно сделать вроде как. Да, и тут тоже... Я как бы предупреждаю, давай не делать фермы на форварде, да? Давай их лучше сделаем подальше. Ну, тут что-то там забыто. Вышло, мулкарт пошел. Мулкарт пригоняем к золоту как раз, да, тоже помню такую фишку. Ну, то есть, конечно, что-то делал здесь и мой ученик, что-то я ему подсказывал по поводу ферм, по поводу мулкарта. Ну, и здесь они кое-как придут сюда. Ну, в принципе, такая мобильная экономика. Нормально. Берберская экономика это называют. Ходячая. Хаотичная. Берберская, потому что берберы ходят быстро, и, в принципе, если у вас что-то там неэффективно стоит, пофигу. Плюс-минус. Ну, перс просто занимает позицию, делает мечников. Ну, вот такой классический раш на 900 рейтинга. Поехали. Я говорю, что не стоит паниковать. Да, не стоит паниковать. Пока ничего опасного я здесь не вижу. Хотя, на самом деле, да. Но я говорю, чуть что, поставим одну вышку. И здесь, насколько я помню, он сам поставил такую вышку. Я такой, блин, нормальная вышка, типа. Она как раз будет перестреливаться только с одной, 1 на 1, и как бы останавливать немножко продвижение, в принципе. Нормально, нормально. У нас камней еще много. Здесь все четенько. На фермах, правда, чуваки не работают, а нам как раз еды... Да, еда совсем не качается, здесь не хватило нам на замковую эпоху. Но перс говорит, что я буду еще с тобой драться, еще вышки. Теперь получается ситуация 2 на 1. Причем, да, мы не сидим пока что, потому что, как бы, пофиг, мы хотим все-таки замковый переход, хотим использовать наш камень. Перс же развивается только через фермы, лесопилка у него хорошая, и рынок кузница. Да, мы тоже поставили здесь кузницу и прокачиваем стрелу, и я говорю, давай-ка мы лесорубов посадим, в принципе, лесорубы у нас нормально. Фермы, кстати, не такие плохие, здесь грамотные, я считаю. Немножко бы еще еды подхалявить, но негде. Вот этого вот кабана вот этого не хватает. Ну ладно, пока не до этого, пока живем, хилимся. Перс айдлит ратушу невероятно, но явно с претензией на замковую эпоху. Пошла перестрелочка здесь. Так, чувак разрушает дома. Ну видите, здесь уже, возможно, не достреливает вышка. Ну, одна вышка стреляет в ратушу, поэтому перестрелка идет 1 на 1, у нас 5 крестов, а здесь 2. Плюс мы апнули стрелу, и поэтому здесь довольно удачно обороняемся. Но еды вообще нету. А перс, да, 6-7 минут айдла, но он просто целится в замковую эпоху. А у нас этого не получается, не получается. Сделали дозор, потому что, ну, как бы, я боюсь, что вышки... Да, точно, я говорю, давай-ка посмотрим, чтобы отсюда вышки не пошли. Сделаем аванпост и прокачаем дозор. Все, чуть что мы, типа, видим. Делается рынок, надо уже торговать. Камень уже мы закончили добывать. Я говорю, еды не хватает, надо мулкартом походить, еще посмотри, где еда. Еда есть. Все, очень удобно мулкарты в этом плане, надо перестраиваться постоянно. Рынок идет, вышка перестреливается, он ее вычинивает, но перс бежит в замковую эпоху, 2 минуты он будет в замках. Тут нужны уже домики, почему бы не делать их стеночкой, в принципе. У перса немного камней, он плюс 3 тратит вычинивание на замок, пока не хватает. У нас же 550 камня. Но я вижу это и говорю, что ну чуть что мы это дело купим. Ровно 100 камней купить. Ну и здесь у нас хоп-хоп-хоп, что-то там 300 еды купили, нажали замковую эпоху. В принципе, отстали на 1,5 минуты. Неприятно, но обычно
Ратуша за это время не успевает умирать, если на нас поставят замок. Ну и тут открывается вероятность того, что мы, в принципе, да... ну ладно, сейчас дойдем до этого, сейчас дойдем. Перс, конечно, вот у него есть план. Просто он нас увидел, он создал форвард-позицию, он заделся на 7,5 минут, но он идет в замковую эпоху и хочет поставить замок. Замок на этом рейтинге — это ультимативная вещь. И здесь я такой думаю, давайте мы посмотрим, где ратуша непосредственно врага. Мы до сих пор ее точно не видим. Вдруг мы, может быть, тоже сможем замок поставить. Но здесь, к сожалению, перс апается раньше и ставит замок. Что мы можем сделать? Немного. Много крестьян посылается. Заставлять тут микрить как-то своего ученика, я говорю, не надо. Все, живем спокойно, на нас ставят замок, нормально. И я думаю, так, отлично. На нас ставят замок. Есть ли смысл ставить замок куда-то там, вот, ну, сюда, сюда? Нет смысла, потому что если он захочет, он убьет нашу ратушу. В этом нет смысла. Лучше попытаться поставить замок на него, в ответку просто, да? Потому что вроде успеваем. Кстати, здесь мулкарт, смотрите, олени собрали, ребята уже на камне. И вот про что я говорил. Кресты, да, вот, они идут обходить, вот это вот. Вот это мне не нравится. Ну ладно, это еще детали. Я ожидал тут, честно, слона. Но на слона действительно человеку денег не хватает. Он стоит 175 еды, по-моему. И здесь я говорю, погнали на форвард. Погнали, поставим на него замок. К сожалению, он видит это и, наверное, делает конюшню. Еды у него абсолютно нету, потому что он все в замок вложил. Здесь у нас что-то разрушается. Я очень говорю, если пойдет слон, надо что-то делать. Нужен монастырь. И мы ставим замок. И здесь проблема. Он реагирует сразу. Это было довольно тупо. Я тут, по-моему, сказал, попытайся заквикволить одну крестьянку, хотя бы эту, да, чтобы мы достроили. Я ничего от него не вижу, что может стрелять. Слон не идет, вообще ничего. Ну, и здесь вот эти кресты очень долго. Я и говорил, что вот эти 4 креста, надо еще крестов послать, чтобы они помогли построить замок. И вот они обходили год, вот они приходят. Естественно, наш замок хрен достраивается. Теперь срывает всех крестьян. У нас есть, да, монастырь, у нас есть много ресурсов, я там что-то ору, типа, ну не совсем ору, но говорю, пытайся строить, кликаем, ну, и я до сих пор не вижу ни слона, ни рыцаря, ничего, кстати, рыцарь в заказе, говорю, надо просто, ну, хотя бы закрыть одну крестьянку, и, по-моему, вот это что за движение было, не помню, что-то не получается, я уже практически здесь на тильте, блин, ну, хочется взять просто в руки крестьянку и, ну, все сделать самому. И говорю уже, все, кликаем, давай, кликаем, просто кликаем. И что, одна крестьянка, одна последняя крестьянка. Ну вот, я вот не знаю, в эпохе вот постоянно так, ну вот постоянно. 3 крестьянки, 20 хп, 6, одна крестьянка, она достраивает и умирает. То есть все кресты сдохли, но замок встал. Но ситуация ужасная, просто ужасная. Я понимаю, что крестов мы слили очень много, но я не знал, насколько персабит. 17 на 20 крестов, и на самом деле... Ага, он еще тут 2 на отходе слил, но он решает биться. Но у нас есть ресурсы, у перса абсолютно нет ресурсов. Мы добыли на 1000 больше, почему? Мулкарты и все двигается. Я очень всегда слежу за тем, чтобы крестьяне, насколько бы их мало не было, моих игроков всегда мало, чтобы они, ну, делали что-то. И я говорю, монаспы, делаем монаспы и разрушаем его. Он до сих пор не сделал ни слона, ничего, ну, у него не с чего делать. Тут есть церковь, ратуша разрушается, и идет критичная ошибка от нас. О май гадабл. Вот все из-за этих домиков. Что здесь произошло? Ратуша умирает, да? Можно, конечно, на церкви остаться, но я говорю, давай уйдем, типа, под наш замок. Вообще, нет, вот, я говорю, надо уйти сюда, на мулкарт. Он срывает всех крестьян и посылает, типа, в район сюда. Пейсфайдинг говорит, вот самый ближайший путь через замок. Блин. Тут, конечно, надо было либо удалить дом, либо что. Но мы думали, что они пойдут так, вот они вроде и пошли. Потом... Мой ученик взял, нажал еще раз куда-то там. Вот сюда. И вот, ратуша. И они пошли через замок. Тут еще кресты сидят. И пошли-поехали. 14 крестьян остается у перса, ребята. 14. Мы монаспами убили много. Но сколько у нас остается? Смотрите, они все режут. Я говорю, там, блин, давай заворачивать что-то. Вообще, максимальный хаос начинается. 25 крестьян суммарно. У нас на 3 меньше. На 30-й минуте игры. Чисто 900 рейтинга. Ребята работают. У нас экономика 3 на еде, это типа вот эти считаются. И все, блин, вообще. То есть вообще 11 крестьян, где они? Ага, здесь уходит 3 крестьянина. Здесь я уже говорю, давай выведем их аккуратно. Наверное, есть шанс еще выиграть. Ищем крестьян, ищем его. Я ожидал, что у персов все-таки больше крестьян, и где-то они убежали. Здесь на ратуше даже никого нету, можно ее спокойно выпиливать. Но она персидская долго будет выпиливаться. Я говорю, не-не-не, вот это, конечно, прикольно убить, давай найдем халявных крестьян, они явно должны быть. А перс хитрый, все крестьяне у него работают здесь. И ищет рыцарем что-то. Ой-ой-ой, этого рыцаря я вижу и говорю, так, ладно, здесь просто достраиваем ратушу.
ищем, а его здесь нету. То есть ситуация очень-очень-очень сложная. Еще одного крестьянина теряет перс. Он добывает лес. Буквально на что он добывает лес? И в таких, на самом деле, играх до меня доходит, что, на самом деле, очень важен тут рынок, да, потому что ресурсы ограничены, и люди будут пользоваться рынком. Вот рынок, мы о нем знаем. Окей, ратуша доставлена, достроена. Офигеть, конечно, ситуация слишком сложная, здесь мы, типа, пытаемся искать крестьян, здесь реагировали. Я очень боюсь про эту ситуацию, я опасаюсь, что этих крестьян идет рыцарь и убьет, и домик видит. Но благо домик ни хрена не видит, потому что ребята на 900 рейтинга очень редко прокликивает Town Watch, как вы видите, да. Мы его прокликали, потому что полезная штука, да, мы это сделали еще в феодале, насколько я помню. И здесь, конечно, он ставит ратушу довольно хитрую, ну, такую хитрую, ратушу, причем на нашей фермы. И я даже не помню, скажу ли я удалять фермы, по идее должен. Но здесь, кстати, смешно, 14 еды, 2 еды в ферме, 48 и 25, ну, потому что поселение было в один момент. То есть тут еды прям 89. Немного, откровенно говоря, разрушает он нам домики, но как будто бы пофиг. Да, на самом деле, вот со стороны смотришь, конечно, все происходит довольно медленно, нас типа ищут, но в целом они стоят. Я понимаю здесь одну вещь, и что он подставился. Да, фермы я не сказал удалить, но мы все это видим и говорю, так, если мы поставим замок на этот холм, мы его отрежем от леса и от этой ратуши. И здесь хорошая такая позиция, он закрыт сам своими зданиями, мы прикроем нам нужен замок, а камня у нас много. Так, я говорю, так, хорошо, кабанчика мы съели, это прям огромный буст. Когда у тебя 10 крестьян, и ты сожрал целого кабана, да, это прям буст огромный. Мы спокойно заказываем 5 кабанов, и даже на броню хватает. Монаспам, их не так мало, 9 штук, попытки найти, но нет, оказывается, настолько все плохо тоже у перса. Сравниваемся по крестьянам, и да, я говорю, все, сейчас будем ставить замок. Я думаю, что у перса крестьян где-то 25, там, типа, ну, в 2 раза больше, да. Да, ну, и здесь ратуша разрушена, и, наверное, мы пришли к выводу, что надо разрушить вот эти здания, действительно. А какой тут план вообще у перса? Неужели он просто развивается под замком, и ему типа норм? Он делает крестьян, ну да, он просто лес рубит много, фермы, кстати, все-таки мои немножко используют, но он перезасел. Здесь бежит этот все рыцарь, апов ни у кого никаких толком нету. Да, хотя стрела здесь, да, была изучена. Здесь одна монаспа будет охранять все-таки чуваков, потому что, да, один рыцарь. Ну, кстати, реально, как бы тут зашел, наверное, слон? Ну, хотя мы могли бы монахом, но монах тут замком заблочен. Ну, короче, один слон от него было бы просто хорошее решение. И разрушаем потихонечку важное здание. Давайте промотаем дальше. Так, здесь мы объявились, новые фермы, шахта. Понятненько, ясненько. И вот мы накопали на замок. Я говорю, так, все, сейчас игра решится. Надо сконцентрироваться только на этом. Мы ставим замок и присылаем сюда всех монасп. По-моему, команда такая пошла, да. Мы разрушили рынок, и я говорю, все, побежали. Мы ставим замок. Перс реагирует опять довольно быстро. Что он может? У него есть рыцарь, он лечится в замке. Прикольно. Есть где-то, кстати, где-то мечник. Он в вышке? Не пойму. Да, он в вышке лечился. Прикольно. Ну, кстати, в замке быстрее лечиться, чем в вышке. Так-то. Ну и да, мы здесь прибегаем. Я смотрю, реакция просто сюда, и как будто бы все нормально. И здесь я быстро говорю, так, ну, мы это видели, да. Ну ладно, тут уже ГГ на самом деле. Но, как бы, очевидно одна вещь. Мы все видим. Видите, самое главное вообще все видеть в эпохе. Я понимаю, что он будет мигрировать туда крестами. Я говорю, все, не надо здесь тереться, охранять, уже бежим туда, направо, он будет оттуда уходить. Ну ладно, человек здесь просто сдался, я даже не знаю, что он тут пытался делать, потому что у него просто не остается леса. То есть он вложился в экономику, а что мы сделали? Правильно, мы убили рынок. Соответственно, он не может физически ничего сделать. То есть он все. Ну, он может на самом деле рубить здесь лес, пытаться там отменять вот этот дом, но окружен. И вот из такой очень тяжелой ситуации мы выкарабкались там с 11 крестьян. Я на самом деле думал, что тут ситуация для нас еще более плохая. Ну, перс тут действительно много адлил. Такая вот каточка. АПМы, ну-ка. 16 на 15 в среднем. Но мы тут разгонялись до 136. Это уже киберспорт. Самое интересное, что 0% экономики тут работало. Тут у перса на 27 минуте работало 0%. Ну это сейчас. Нет, сейчас уже не 20, сейчас уже 36. Короче, интересно здесь. Так, соответственно, что мы еще можем увидеть? О, видите, мы очень много крестьян слили. А ну-ка, сколько? Мы слили 20 крестьян, то есть действительно было все плохо. Терять 20 крестьян это тупо больно. Но потом мы грамотно распорядились тем, что у нас есть, монаспами, ресурсами, ну и замок, и как бы, как я это люблю называть, win condition нашли, и
и исполнили его. Много леса качал этот перс, но зачем? Надо было ему тацарашить, в общем. Ди. О, это мы кликали постройку замка. Понял. А у него в этот момент, наверное, экономика не работала, потому что он пытался всеми отменить. Да, вот такие домики я, конечно, действительно не люблю. Они создают иллюзию типа какой-то защиты, но они создают много проблем. Из-за этого у нас все кресты пошли через замок, и мы слили еще лишнюю десяточку. Да, так что, насколько бы ситуация на самом деле плохой не казалась, когда вы там... Да, мы достроили замок. Если бы мы не достроили на 99, ну, это очень близкое ГГ было бы. Но достроил замок и потерял столько крестьян, не беда. В общем, беда, но можно спастись. Если четенько сгруппироваться. Вот. Все, такая катка. Я надеюсь, ну, такую рубрику буду вести, типа лучшие игры с учениками. Ну, может, где-то раз в неделю. Да, вот так вот. Все, всем счастливо. Бай-бай.